Ну что ж, поехали. Презентация началась с ролика о всех продуктах Apple, начиная от софта до железа. Слоганом ролика был «Дайте людям потрясающие инструменты, и они будут творить потрясающие вещи». Как обычно, Тим Кук начал с красивых речей о том, как Apple меняет мир. Их стратегия сейчас это железо, софт и сервисы. Начали с Apple Store. Apple Arcade – это первый подписочный сервис в мире на мобильные игры. В них можно играть как на iPhone, iPad, так и на Apple TV и Mac. В Apple Store будет специальный раздел с Apple Arcade. На самом деле игрушки достаточно простые, не стоит ожидать каких-то шедевров и таить себя какими-то надеждами. Все игры казуальные и не очень понятно, на кого рассчитан сервис. Игроманы явно не оценят, а вот обычные люди вряд ли захотят платить подписку за казуалки, коих бесплатных в Apple Store сотни, если не тысячи. Запуск Apple Arcade 19 сентября, цена $5 в месяц, в России скорее всего будет стоить в районе 100-150 рублей, в первый месяц как обычно бесплатный. Apple TV Plus – это стриминговый сервис от Apple, прямой конкурент Netflix и Disney+. На самом деле очень интересно, что там получится, так как на одну серию Morning Show тратят столько же, сколько и в «Игре престолов» в последнем сезоне. Показали премьерный трейлер сериала Си с Джейсоном Момоа, это который играет Аквамена, где в мире слепых рождаются зрячие дети. Концепт достаточно интересный на самом деле. Запуск Apple TV Plus состоится 1 ноября. Каждый месяц будет запуск эксклюзивных шоу, а вот цена офигительная, всего $5 в месяц, и вот это точно будет хитяра во всем мире. И что самое невероятное, с покупкой любого гаджета Apple вы получаете 1 год Apple TV Plus. Вот это просто офигительно, тут Apple реально красавчики. Переходим к iPad. Это один из самых творческих продуктов Apple, и на последней презентации показали новую OS iPad OS. Это отделение от iOS с намного большими возможностями. 9,7 дюймов iPad – это самый популярный iPad, и в этом году уже представляют его 7-ю серию. Теперь он имеет 10,2 дюйма дисплей, разрешение Retina, смарт-коннектор для клавиатуры, есть поддержка внешних устройств и Apple Pencil, а стоимость всего $329. Обновление достаточно хорошее, если хотите доступный iPad, то это ваш выбор. Apple Watch – по-настоящему революционный продукт, который поменял индустрию часов. Показали ролик о том, как Apple Watch спасали жизни многих людей с помощью ЭКГ, который появился в Apple Watch 4. Как они помогли людям заняться собственным здоровьем и спортом. Очень вдохновляющий и сентиментальный ролик, я чуть не расплакался. Если серьезно, то в этом плане Apple большие молодцы, по крайней мере в тех же США они реально меняют инфраструктуру здравоохранения. Очень жаль, что в наших странах этого скорее всего никогда не будет, точно не в ближайшее время. Неожиданно показали новый Apple Watch Series 5. Первое нововведение это Always On Display. В этом режиме обновление экрана будет всего 1 ГГц, а вся производительность будет снижаться. Обещают целый день автономности в этом режиме. Также добавили встроенный компас, работает как в картах, так и на циферблате, и есть еще отдельное приложение. Новые фишки для безопасности. Теперь в Series 5 встроили систему чрезвычайных ситуаций практически во всем мире. При держании клавиши можно вызвать МЧС, если с вами что-то случилось. Стоимость новых Apple Watch Series 5 составляет от $399 за обычную версию и $499 для версию с симкой, а Series 3 теперь будет стоить всего $199. Переходим к iPhone. Этот смартфон по-настоящему изменил мир с 2007 года, и это реально глупо отрицать. В этом году представляют целых 3 новых iPhone. Первый это iPhone 11, или проще говоря продолжение линейки XR. Всего 6 цветов, выполнен полностью из стекла, 6,1 дюйма LCD дисплей, есть поддержка Dolby Atmos. Теперь вместо одной камеры их две, 12 мегапикселей обычно и 12 мегапикселей широкоугольная. Обновили Smart HDR и портреты теперь работают и с животными, наконец-то. Новый Night Mode работает автоматически, это некая ответка на Night от Google. Видео можно снимать как на обычный модуль, так и на широкоугольный. И вот что самое прикольное, можно переключаться в лайве. Вот это реально круто. Оба сенсора могут снимать до 4К 60 FPS. Также обновили фронталку, теперь это 12 мегапикселей вместо 8. Сенсор стал шире, может помещаться больше объектов в кадре. Видео можно снимать вплоть до 4К и даже добавили замедленную съемку на фронталку и назвали это Slowfis. В плане видео Apple реально на шаг впереди всех остальных производителей, это, как мне кажется, очевидно. Также в iPhone 11 новый процессор A13 Bionic. Если прошлый A12 уделал всех в нулину, то вот A13 это вообще что-то нереальное, куда девать эту мощь вообще непонятно. По поводу батареи. iPhone XR показал реально крутую автономность, а вот iPhone 11 будет работать еще дольше на 1 час. И как я понял, разрешение осталось таким же, то есть HD+. И стоимость этого добра всего $699. Это дешевле прошлогоднего XR на секундочку. И конечно же новый The Most Amazing, Beautiful, Wonderful iPhone Ever, iPhone 11 Pro.
Это первый iPhone с приставкой Pro, и даже сама компания сделала на этом акцент. Первое. Pro дизайн. Стальная рамка, задняя панель из единого куска стекла, всего 4 цвета. Как обычно, два размера 5,8 дюйма и 6,5 дюйма. Новая OLED-матрица, цветовой охват P3, большая яркость, HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos. В общем, назвали этот дисплей Super Retina XDR дисплей. Второе. Производительность с приставкой Pro. Новый чип A13 Bionic имеет новый CPU, который может выполнять до 1 триллиона операций в секунду. Новая и самая прогрессивная платформа машинного обучения. Всего в A13 Bionic 8,5 триллионов транзисторов, что позволяет сократить потребление энергии. Чем сами транзисторы меньше, тем меньше они потребляют энергии. Третье – это Pro батарея. Новый iPhone 11 Pro работает на 4 часа дольше, чем iPhone XS, и на 5 часов дольше, чем XS Max в маленьком и в большом размерах соответственно. Четвертое, на что сделали самый большой акцент, это Pro камера. Всего есть 3 модуля по 12 мегапикселей. Основной, телевик и ширик. Каждый модуль, естественно, применяется для различных сценариев. Показали примеры фото от профессиональных фотографов, и на самом деле, знаете, как-то вот не впечатляет. Те же Huawei, те же Google, но они показывают явно себя не хуже, если не лучше. Но вот что реально прикольно, это новая функция Deep Fusion. Она комбинирует 9 фотографий и с помощью нейронного процессора, который я сказал у нас самый мощный в смартфонах, дорабатывает пиксели и повышает четкость фотографии. Видео, опять же, снимает круто и позволяет переключаться между всеми 3 модулями в реальном времени. И из интересного это аудио-зум видео и возможность снимать на все камеры одновременно в специальных приложениях для съемки видео, как, например, Filmic Pro. Вот такое, правда, никто не умеет, кроме iPhone. Лично у меня сложилось впечатление, что это вообще никакой не Pro, а попытка попросту повысить продажи старших моделей. Очевидно, что компания будет вывозить на iPhone 11. Все-таки не зря они ему поставили ценник всего $699. Где, например, 90 ГГц дисплей? Какой же это Pro? Конечно, по технологиям это невероятный смартфон, но даже чувства на презе и у самих спикеров не было, что это какая-то революция. Ну и стоимость, соответственно, $999 и $1099 за маленькую и старшую модель. И самое главное, теперь iPhone XR будет стоить $599. Вот это можно будет брать. Ну, либо чуть-чуть переплатить и взять iPhone 11, который, наверное, выглядит более предпочтительнее. На моей памяти это, наверное, одна из самых скучных презентаций Apple. Реально никакого вдохновения даже у самих спикеров. Особенно если сравнивать с весенней презентацией. Но это, знаете, неудивительно. Невозможно удивлять каждый год. Особенно сейчас, когда технологии достигли невероятного уровня. В общем-то, ждем презентацию Google Pixel 4. Чем же нам ответит Google на новенькие айфоны? Будет реально интересно. Увидимся в следующих видео. Всем большой удачи. Всем пока.